Всем привет! Хотелось вот на секундочку поговорить о сплочении Европы, о э, общем фронте, так сказать, против России. На самом ли деле они так сплоченные, или это просто видимость, которую они хотят создать? Что если вы читаете западные СМИ, конечно же, много вы там не найдете, как бы официальные СМИ, которые пропагандируют, как мы знаем, нарративы правительства, там вы много ничего не найдете, как бы там все ягодки, все красиво. Европа вся встала как один на ноги и борется с Россией украинскими руками и вводит санкции и так далее. И все красиво, все как бы как на бумажке, теоретически идеально. Вот. Но что происходит на самом деле? Значит, несмотря на официальные западные СМИ, все-таки проходит информация то там, то сям. Э, ну, да, санкции, типа запретить полеты русских самолетов над Европой, все, в принципе, как один. Санкции персональные против Путина, его приближение олигархов тоже все как один. Причем, опять же, многим из них это выгодно, многим странам, потому что вот Англия заморозила все, э, все банковские счета Абрамовича и так далее, как бы и Челси, вот бедная, несчастная, это футбольная команда, сейчас теперь не понимает, что и как делать. Э, Наказали их серьезно, причем спрашивается опять же, ну какая связь политическая между футбольным клубом Челси и Путиным или войной на Украине. Но несмотря на это, вот Англия ввела санкции, что ограничила их возможности покупать или оплачивать зарплаты футболистам, ограничила 20 тысяч фунтов, по-моему, стоимость игры на выезде и так далее, как бы, что в принципе вообще никак никуда не катит. И опять же, заметьте, что ну, футбольная команда английская, не русская. Да, владеет ею олигарх, но опять же, какая вообще связь между политикой и футболом? Ну, вообще никакой. Если бы то, что они, например, от FIFA отключили русские футбольные команды, я еще как-то могу понять. Но Челси за что? За то, что ее в свое время купил Абрамович, и за то, что платит деньги из своего кармана, чтобы нанимать игроков и так далее. Ну, как бы это, на мой взгляд, совсем тупо. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что более серьезные санкции, вот типа на энергоносители, это все, был абсолютный раскол в Европе. Потому что те страны, которые не очень зависят от российского газа и нефти и так далее, кричали, что вот надо отсоединить их. Америка, конечно же, орала, что да, надо все отсоединить. Вот они тоже отсоединили, но Америка, опять же, очень мизерная закупка российской нефти. И у меня ощущение, что они вообще это сделали не потому, что это как-то повлияет на Россию, столько, сколько они это сделали, чтобы оправдать бешеную инфляцию в Америке. Про это мы поговорим отдельно, кто как что оправдывает. Но Англия тоже там, у нее там всего 8% от ее энергоносителя приходит с России. И то они сказали, что только к концу 2022 года смогут их заменить чем-то. Причем, как мы знаем, все их просьбы, например, в Саудовскую Аравию, Иран и так далее, производить больше нефти, никаких результатов не дало. Потому что, ну, во-первых, Саудовская Аравия как-то в последнее время не очень теплые отношения с Вашингтоном, потому что они считают, что те к ним относятся презрительно и неуважительно и так далее. Ну, про Иран вообще говорить нечего, там у них с Вашингтоном свои счеты и так далее. Вот. Ну вот Венгрия, например, выступила, сказала, что не собирается делать запрет на энергоносители с России. Как бы Германия сказала, что пока не собирается. И банки они не все собираются закрывать, потому что как-то надо платить за эти энергоносители с России. Ну, короче, когда разговор пошел о более серьезных санкциях, то Европа довольно-таки раскололась. Так что является, если на самом деле сплоченность, когда речь идет о мелких вещах, да, в принципе, когда речь идет о чем-то серьезном, то сплоченности как таковой нету в Европе. И еще хочется вот Европа, НАТО, они готовились, они всю жизнь тренируются, в принципе, на какой-то степени на то, что им придется отражать атаки со стороны России и так далее. Но посмотрите, что произошло, когда Путин зашел на Украину. Хаос. В Европе был хаос.
никто толком не знал, что, кроме сказать, что Россия там агрессоры, Россия захватчики и так далее, что Путин диктатор и то все, никто толком не знал, что делать. Как бы все их действия в первую неделю войны, и да, я называю это войной, хотя Путин запрещает, но мне как-то все равно, что там Путин говорит. И как я уже говорил, что Путина я люблю не больше, чем любого другого диктатора в мире. Вот. И как бы они просто не знали, что делать. Вот этот бешеный хаос, типа, давайте введем эти санкции. Нет, мы не готовы ввести эти санкции. Давайте введем то, давайте введем... Ну, как бы ничего толком, у них не было никакого плана. Вот, послушайте, они знали уже, даже вот с 2014 года, например, что Путин агрессор, он зашел в Украину, вот ввели какие-то санкции, потом отменили какие-то санкции. Туда-сюда, часть громко, часть тихо. Но, в принципе, они понимали, что этим не закончится, как бы. Ну, я не знаю, кто там, насколько квалифицированные люди сидят в Европе, лидеры. Ну, как бы это было понятно, что в какой-то момент что-то такое может произойти. И хотелось бы думать, что вот столько денег уходит на это НАТО, на эту Европу, в Евросоюзе, там Германия столько денег платит за такие страны, как Греция и так далее. И казалось бы, что, в принципе, правильно было бы предложить, что у них есть какие-то планы. Подготовка какая-то, что вот, если Россия заходит в Украину, то мы в первый же день войны объявляем раз, два, три, четыре, пять, второй день войны объявляем 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Военные части НАТО переходят в готовность или не переходят в готовность, укрепляем границы Балтики и так далее. А тут вот посмотрели как бы и давайте вот посмотрим, вспомним, что произошло. Ну, вначале все сказали ой-ой-ой, ну-ну-ну. Потом начались разговоры про санкции. Тут сразу же страны разделились более-менее. Кто да вводит санкции, кто не вводит санкции, кто поддерживает, кто не поддерживает. Кто кричит можно, кто кричит нельзя. Кто кричит мы боимся, кто кричит мы не боимся. Ну, полная неразбериха как бы. Даже введение санкций было как-то вот непонятно. Каждую санкцию, что вводили, им надо было обсуждать. Спрашивается, почему это не было подготовлено заранее. Вот этот пакет санкций, вот эти вот определения. Если все, в принципе, догадывались, что что-то такое произойдет, как бы почему, когда дошло до важного момента, все потерялись как-то? Это просто идиотизм. Вот. Как для чего тогда все эти подготовки НАТО, все эти подготовки Евросоюза? Ну, непонятно, короче. Вот. И даже вот, ладно, еще можно понять там политиков Европы, там то все, но НАТО, у него определенная цель. Всю жизнь была эта цель. Сначала эта цель была против Советского Союза, потом поняли, Советский Союз распался туда-сюда, сделали это против России, ввели туда, приняли туда страны Балтики тоже. Ну вот Путин зашел в Украину. И тут же, я думаю, что все ожидали, что это будет намного быстрее, даже я. Вот. И украинцы, да, есть им чем гордиться. Неважно, хорошо это Россия или нет, но им есть чем гордиться, потому что действительно украинцы оказали намного больше сопротивления, чем, я думаю, Европа вообще ожидала. Потому что они не были готовы к тому, что это затянется на 3 недели. Они бы думали, что Путин зайдет 3-4 дня и все закончится. Как было с Крымом, как было с Донбассом. Вот неделя максимум, все закончится, и потом санкции, то, что успели ввести, успели, то, что не успели ввести, можно будет не вводить, и потом что-то там отменять, что-то добавлять со временем, как бы, когда уже не будет войны. А тут война все идет, и они все в шоке. Никто не ожидал от Украины такой усердной борьбы. Вот. И как бы НАТО, которая вот столько лет существует, и вроде столько денег туда вкладывается, началась война, вот страны Балтики начали говорить, что вот, Путин может зайти к нам потом, после Украины, если он быстро закончит. И тут что-то непонятно. Я не видел, чтобы страны НАТО подняли свои армии, поставили на границах тех стран НАТО, которые граничат с Россией, как Балтика и так далее. Как бы никто ничего такого не сделал. Ну, Германия послала 250 военнослужащих там в Латвию, по-моему, или в Литву послала 250 военнослужащих, 150 единиц бронетехники. Вау! Это на то, что способна НАТО? Ну, вот сейчас Канада послала 450 человек. Вау! Там 150 тысяч русских солдат, они вот послали по пару сотен солдат и кричат, что так это и есть НАТО? Я вот этого не могу понять. Вот это НАТО? Там 250 человек с Германии, там 450 человек с Канады, и все как бы.
А где настоящая армия НАТО? Ну, по идее, ребята, вот такая вот ситуация случается, да? Но я ожидал, как бы, что если Россия заходит вот так вот в одну из стран, которые хотят быть в Европе и так далее, и это представляет собой опасность для Европы, ну, в течение недели на границах с Россией, в странах НАТО, будут стоять все войска НАТО в полном вооружении, в полной боевой готовности, на всякий случай. А вдруг Россия действительно попробует зайти в Литву или в Латвию, или в Эстонию? Ну а где они все? Вот эти вот пару сотен человек, которые посылают, это вот НАТО? Я вот не понимаю. Мы все время слышим про вот эти вот тренировки НАТО, американцы, канадцы, там корабли посылают, то, все, третье, десятое. Ну слушайте, а где это все сейчас? Они сейчас вон тренируются где-то непонятно где. Сейчас вот сказали, Грузия собирается сделать тренировку с НАТО, но не полевую, а на компьютерах. Я что-то не понял, тут война идет в Европе. А вы делаете тренировку на компьютерах, симуляции? У вас не симуляция, у вас вот настоящая война, тут какие симуляции? Где войска НАТО вообще? Они про них вообще не слышно. Какая сплоченность, какой альянс? Они между собой не могут до сих пор решить, какие санкции доводят, какие нет. Страны, которые хоть как-то думают о своих людях и боятся потерять власть, потому что если завтра они введут санкции на энергоносители, люди начнут от холода там умирать. И они боятся гнева своего народа, который скажет, ну, мы понимаем, украинцев жалко, например, но о чем мы должны в холоде быть? И это просто сущность человеческая, что, типа, да, когда издалека кричать, мы за права людей, за слово, за право слова, туда-сюда, за свободу. А когда речь доходит о том, что кушать нечего, так уже каждый за себя, как бы, это людская натура. Вот. Так они просто впрямую сказали, что нет, мы не поддерживаем те санкции, не поддерживаем. Получается, Европа не такая уже сплоченная, как бы. И да, Россия показала этот раскол в Европе. Я думаю, что им надо поучиться от того, что произошло. Потому что, как бы, они все кричат, что вот Россию не надо бояться. Посмотрите, как она в Украине обосралась. А с другой стороны, а где НАТО? НАТО не обосрался? Я не знаю. Вот я слушал западные СМИ, вот американские всякие полковники, подполковники, генералы. О, Россия усралась, то все. Вот она уже, смотрите, 3 недели на Украине ничего не может сделать. То есть, слушайте, слегка напомню, американцы зашли в Ирак, подходили к большому городу, давали 3 часа жителям эвакуироваться, и потом равняли город с землей. И им взяло месяц захватить Багдад. Месяц с тем, что они воевали фактически в открытом, с тем, что их поддерживали, все НАТО поддерживало и посылало своих солдат туда. И со всем этим им взяло месяц. И тут же они все выступают, вот эти вот хваленые генералы американские, прошедшие Ирак, прошедшие Афганистан. Ну и чё? Но дело опять же не в этом. Дело вот именно вот сплоченность Европы по отношению к Украине, как бы. И вот посмотрите, даже членство в ЕС. Вот Украина попросила убыстрить, и вроде вы смотрите, многие члены ЕС, да, поддерживают, да, их надо побыстрее ввести в член. Но не вводят. Сейчас вот они вначале кричали, а сейчас начинается. Вот если мы введем Украину быстрым темпом в ЕС, то что мы будем делать с Грузией и с еще там какая-то страна, я уже не помню, которые тоже ожидают в своей очереди зайти в ЕС. Значит, их тоже надо скорее вводить. Ну, послушайте, я как бы вообще не очень понимаю, если кто-то действительно верит до сих пор в единую Европу, в сплоченность, в то, что они могут кого-то защитить, в то, что НАТО действительно каким-то образом что-то решает и что-то помогает, и что-то делает. Ребята, проснитесь. Сплоченности нету. И вот эта война, которая не нужная ни русским, ни украинцам, она только показала все вот эти вот вещи. Да, сейчас, конечно, вы не увидите это в западных СМИ, потому что, ну, сейчас самая большая проблема Запада — это поддерживать ровное течение информации западных СМИ, которые говорят о доблести украинцев. Причем, опять же, я уже сказал, что да, украинцы, конечно, никто от них такого не ожидал. Такого, ну, стойкие товарищи, стойкие ребята. Никто, я думаю, ни русские от них не ожидали такого, ни Америка не ожидала, ни Европа. Увидеть такой боевой дух и так далее.
даже у простых мирных жителей. Но если кто-то говорит, что Россия обосралась, я думаю, что если бы Россия хотела стирать города с лица земли, то она бы стирала. Вот. А так они пытаются как-то заходить, что-то очищать, и это уже идет совсем другая война. Война в городских условиях, там не все. Мы помним, чем закончился Грозный для России, сколько потерь было и так далее. Как бы никто не ожидает что-то другое сейчас на Украине. Но говоря о НАТО, говоря о Европе, слушайте, вот если кто-то обосрался серьезно, так это они. Потому что они показали, что единого фронта у них нету, готовности НАТО к таким вещам у них тоже нету. И даже вот силы НАТО, у НАТО такой нету. Чего не боятся? Ядерной войны? Да не боятся они ядерной войны. Ну, ядерная война, она или будет, или не будет. То, что сейчас НАТО зайдет так Путин призовет резервистов и пошлет резервистов там пару миллионов на войну с НАТО. И все, как бы. Я не думаю, что Путин, ну, я надеюсь, он, конечно, человек такой не сильно предсказуемый в последнее время, но надеюсь, что все-таки до ядерного оружия не дойдет. Но сейчас Европа единственное, что делает эффективно вместе с Западом, это полное отключение российской дезинформации или не дезинформации, это уже не важно. Как бы российская информация, является она дезинформацией или частично говорит правду, они полностью отрубили ее. Сейчас даже если русские найдут какие-то доказательства настоящие о том, что существуют биологические лаборатории на Украине, ну как бы мы уже знаем, что существуют, потому что Нуланд призналась в этом. Но вот что эти лаборатории, да, занимались разработкой какого-то биологического оружия со стороны Америки, они даже не смогут это показать, предъявить и так далее, потому что, ну, никто не показывает, что они говорят. Потому что все идет сейчас односторонняя пропаганда, только западная и все. А хотелось бы знать просто правду. Опять же, я не узнаю, насколько можно доверять русским, насколько можно верить в их информацию, которую представят. Я смотрел пару передач на русском канале, ну, просто жесть. Я вообще не понимаю, как эти люди делают эти передачи, и как люди им верят вообще. Ну, чувствуется, видно сразу, что люди просто неадекватные, которые ведут эти передачи, да. Но, несмотря на это, как бы, полностью перекрывать возможности информации со второй стороны, скажем так. У любой медали есть две стороны. И смотреть надо на обе стороны. Вот я, например, пытаюсь посмотреть на обе стороны и сделать для себя какие-то заключения, не отдавая предпочтения ни одной стране. Меня больше мешает не то, что кто прав, кто виноват, а больше мешает, кто виноват, и об этом никто ничего не говорит. Ну вот как-то так, не знаю. Ну, короче, опять же, к заключению только могу сказать, что сплоченности в Европе я не нашел за вот эти вот несколько недель. Подготовки Европы и НАТО к возможному сценарию, что Россия заходит в одну из стран Европы или в одну из стран НАТО или на Украину, вообще нету. Хотя за 8 лет можно было это предсказать и ожидать, и можно было к этому подготовиться. Никто не подготовился ни к возможным санкциям, ни к возможным действиям России. Никаких сценариев никто не проигрывал, походу. Короче, полный шок. Вся эта ширма вот это вот для того, чтобы сливать деньги в НАТО, для того, чтобы сливать деньги в Евросоюз. И ничего большего я в этом найти не смог, к сожалению. Так что надеюсь, что они научатся чему-то из того, что сейчас происходит, а больше надеюсь, что народы, которым всю жизнь говорят, что вот мы должны платить деньги в НАТО, чтобы оно нас защищало, что мы должны быть в Евросоюзе, потому что так мы сильнее, так мы вместе, так мы сплоченнее, так мы крепче. Вот их народы, может быть, поймут, что их политики их обманывают, и деньги уходят непонятно куда, непонятно что, а в минуту, когда это надо действительно, этого вдруг ничего нету. Ну вот как-то так, я думаю. Но это мое мнение, опять же. Это то, что вижу я, как бы, и не знаю, у многих людей многие мнения. Так что, ну, удачи, наверное.